На фоне активной предвыборной кампании в Армении премьер-министр Никол Пашинян сделал серию резонансных заявлений на брифинге в правительстве, которые фактически задали новый, куда более жесткий тон всей политической борьбе. Его выступления были адресованы не только внутренней аудитории, но и конкретным политическим оппонентам, прежде всего лагерю Роберта Кочаряна, с которым в последние недели наблюдаются открытые и все более острые словесные перепалки. Пашинян прямо предупредил: в случае возвращения прежних сил к власти ситуация со свободой слова в стране кардинально изменится. По его словам, журналисты рискуют оказаться под жестким давлением, а медиаполе вновь стать управляемым и зависимым. Это заявление было воспринято как прямое напоминание о политических практиках прошлых лет и как попытка мобилизовать общество на фоне угрозы реванша старой элиты. Ключевым и наиболее болезненным блоком его заявлений стала тема Карабаха. Пашинян впервые столь жестко и недвусмысленно заявил: возврата в Карабах в прежнем формате не будет. Он подчеркнул, что еще ранее предупреждал тогдашние карабахские власти: уход означает потерю возможности возвращения. При этом премьер отдельно акцентировал: он никогда не обвинял и не обвиняет народ Карабаха, называя подобные обвинения абсурдными. Ответственность, по его словам, лежит исключительно на так называемой политической элите Армении. По версии Пашиняна, после событий 2023 года и анализа, проведенного на заседании Совета Безопасности Армении, выяснилось, что утверждения о борьбе до конца не соответствуют действительности. По данным разведки, значительная часть вооружений и боеприпасов, до 80–90%, осталась нетронутой. Этот тезис стал серьезным ударом по устоявшемуся нарративу и вызвал резкую реакцию со стороны оппозиционных кругов. Премьер также заявил, что ранее Ереван создал условия для политического процесса в Карабахе. Однако представители местных правящих кругов не только сорвали этот процесс, но и совершили внутренний переворот. Более того, по словам Пашиняна, они открыто заявляли о намерении реализовать аналогичный сценарий уже в Армении. В этом контексте он утверждает, что часть карабахской элиты фактически сбежала, пытаясь затем переложить ответственность на власти Армении, обвиняя их в якобы закрытых границах. Жесткая критика распространилась и на всю прежнюю политическую систему. Пашинян поставил под сомнение легитимность бывших президентов, включая Кочаряна, заявив, что они никогда не имели реальной связи с народом. Эти слова стали прямым вызовом оппозиции и окончательно оформили кампанию как конфликт не программ, а эпох и политических мировоззрений. Отдельным блоком премьер затронул философское понимание мира, назвав его не только политическим, но и социально-психологическим состоянием. Он осудил попытки удерживать перемещенных из Карабаха граждан и армянское общество в целом в постоянном статусе беженцев. По его словам, бесконечная повестка возвращения лишает людей возможности успокоиться, обрести дом и будущее, а государство – состояться как суверенная и устойчивая система. Пашинян прямо заявил, что страна с психологией беженцев не может быть полноценным государством. В этом же контексте он отверг тезис о том, что до 2020 года в Армении был мир, заявив, что речь шла лишь о замороженной войне, отсроченной ценой суверенитета, независимости и развития. По его словам, уже к 2016 году ресурсы для такой отсрочки были полностью исчерпаны. Логическим продолжением этой линии стало заявление о разработке новой стратегии национальной безопасности. Пашинян признал, что действующие реалии во многом не соответствуют ситуации в Армении, и страна нуждается в принципиально новом подходе к вопросам безопасности. На фоне этих заявлений особое символическое значение приобретает мероприятие 28 мая на площади Республики в Ереване, где будет продемонстрирована военная техника, приобретенная в последние годы. Премьер подчеркивает, что речь идет не о классическом военном параде, а об отчете перед гражданами.
Однако в условиях предвыборной кампании это выглядит как сознательная демонстрация силы и контроля над ситуацией, как внутренний сигнал обществу и оппозиции, так и внешний сигнал региональным и международным игрокам. Дополнительное измерение всей этой картине придает внешнеполитический контекст. Заявления Пашиняна о формате отношений с крупными державами, включая Россию, вызвали широкий резонанс. Премьер дал понять, что осознает реальный баланс сил и действует прагматично, но при этом подчеркивает субъектность Армении. На этом фоне особое внимание привлекла информация о состоявшемся разговоре между Пашиняном и Путиным, в ходе которого, по мнению наблюдателей, были согласованы определенные чувствительные моменты, связанные с региональной стабильностью и внутриполитической ситуацией. В экспертной среде все чаще звучит версия о том, что за активизацией оппозиционных процессов стоит фигура Самвела Карапетяна, которого рассматривают как возможный канал влияния Москвы. В этом контексте действия Пашиняна, от жесткой риторики до демонстрации военной техники, выглядят как попытка заранее показать: любые сценарии внешнего вмешательства или управляемого политического реванша будут встречены сопротивлением. Параллельно усиливается и европейское направление. Предстоящий первый саммит Армения-ЕС в Ереване, в котором примут участие председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также углубление оборонного сотрудничества с Францией, подчеркивают стремление Еревана диверсифицировать внешнеполитические опоры. В итоге предвыборная кампания в Армении приобретает характер многоуровневого противостояния. Это уже не просто борьба за власть, а столкновение разных представлений о будущем страны, ее безопасности, суверенитете и месте в регионе. Жесткие заявления Пашиняна, конфликт с Качиряном, фактор Карапетяна, диалог с Москвой и демонстрация силы в центре Еревана складываются в единую политическую картину, в которой каждое действие становится частью большой и рискованной игры. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Южного Кавказа.